Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поделимся актуальной информацией на 23 октября и поговорим о том, что сегодня у нас с вами за праздник по народному календарю, что ни в коем случае нельзя делать, почему нельзя делиться этими вещами и почему это нельзя делать возле входной двери. Также обязательно сегодня зажгите свечу и скажите определенные слова. Это поможет вам в открытии денежных и финансовых потоков, а также немножко уделим внимание лунному календарю. Поэтому обязательно просмотрите всю информацию. Будет много полезной, важной информации для вас. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, друзья, народный календарь на 23 октября. Сегодня, 23 октября, по народному календарю Евлампий и Евлампия. По-другому в народе называли этот день Евлампий Зимоуказатель или День Евлампия. И согласно церковному календарю, в этот день верующие вспоминают мученика Евлампия и его сестру Евлампию. В народе, по традиции уже народного календаря, 23 октября празднуют Евлампия Зимоуказателя. Свое название этот день получил потому, что по народным приметам сегодняшней погоды предсказывали, какие погодные условия ожидаются зимой, и делали это по луне. Если рога месяца указывали на север, то зима не заставит себя ждать и будет достаточно холодной. Если же они указывают на юг, то зима придет не скоро, будет слякотная погода именно в ноябре. На Евлампия у наших предков была традиция расщеплять поленья на лучины, которые устанавливали в светильнике. Их называли светец. Чаще всего это использовали женщины, когда рукодельничали, и мужчины во время столярных работ или валяния валенок, так как его можно было перенести с места на место. Да и лучины были дешевле свечей. Также изготавливали светец кузнецы, после же их несли к знахаркам, чтобы они прочитали специальные слова от пожаров. Ставили лучину под углом так, чтобы горящий конец был внизу. Под лучину ставили и металлическую емкость с водой. Таким образом предотвращали пожары. Лучину меняли часто, поскольку она очень быстро горела. Занимались этим обычно детки. Парни и девушки 23 октября собирались вместе и разжигали костер, через который должен был каждый прыгнуть. Верили в одну народную примету, что такой обряд продлит молодость и возродит к новой жизни. Также считали, что если кинуть в пламя старые вещи, то можно избавиться от всевозможных болезней и различных неприятностей. На Евлампия Зимоуказателя старики смотрели на месяц и предсказывали зимнюю погоду. И 23 октября было принято просить у травников заговоренную руту, которую развешивали под потолком избы. Верили, что она защищает деток от темных сил, а также обостряет интуицию. На Евлампия было принято проводить защитные обряды и ритуалы, читать определенные обереги от неприятных и лихих гостей. На Евлампия сжигали старые вещи и верили, что именно с этим ритуалом из жизни уйдет все плохое. И так считалось, что человек может изменить свою жизнь к лучшему. Но если у вас нет времени сжигать старые вещи, вы можете сегодня зажечь свечу и сказать: «Огонь вечен, а я в злате, серебре и всяком добре. Аминь». И пусть свеча сама догорит.
И таким образом вы сможете изменить свою жизнь к лучшему. Делать это лучше всего, если вы это будете этот ритуал делать именно в вечернее время, когда Луна уже будет на небосводе. Рожденные люди в этот день достаточно решительные, самоуверенные и упорные. Они трудолюбивые и целеустремленные. В качестве талисмана им подходит топаз. 23 октября, в день Евлампия, у наших предков существовали особые запрещающие народные приметы, многие из которых были связаны именно с огнем. Все эти поверья нам говорят о том, что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь на себя беды и невзгоды. Поэтому 23 октября ни в коем случае нельзя не только плевать на огонь, но и даже тушить свечи пальцами, смоченными слюной. Тот, кто нарушит этот запрет, очень скоро понесет большое наказание. Могут начаться пожары и станут случаться серьезные ожоги. Не рекомендуется день Евлампия давать кому-то взаймы спички, зажигалки или свечи, так как вместе с ними можно отдать из дома тепло и уют. Начнутся в семье постоянные ссоры, скандалы, недомолвки и даже супружеские измены. Также нельзя 23 октября проводить гадания по свече и гадать по горящей бумаге, потому что предсказания в этот день не будут правдивыми. В день Евлампия нельзя надевать и приобретать драгоценности, потому что именно такие вещи привлекут неприятности в вашу жизнь. И чем дороже будут такие вещи, тем сильнее будут невзгоды. Для избавления от этого негатива надо поутру раздать мелочь нуждающимся, при этом не глядя им в глаза. Также 23 октября по народным приметам нельзя было играть свадьбу, так как семья, созданная в этот день, очень скоро расстанется, притом не по своей инициативе. А обстоятельства сложатся таким образом, что супругам придется расторгнуть свой брак, но любить друг друга они будут еще до конца своей жизни. Также сегодня, 23 октября, не подметайте пол около входной двери, так как есть вероятность, что вместе с мусором через дверь может уйти из дома и финансовое благополучие. Если же скопилось очень много мусора, то его надо смести в угол, а собрать на следующий день и вынести из дома до полудня, не позже. Также запрещается день в Евлампия пить покупную водичку, иначе в семье появится любитель спиртного. По этой причине воду лучше приобрести заранее или же пить из-под крана, а лучше всего, если вы наберете из природного источника. Также в этот день, 23 октября, нельзя начинать что-то новое. Этот день считается неблагоприятным для новых начинаний. Поэтому, если не хотите, чтобы все пошло прахом, лучше сегодня не рискуйте. Также сегодня, 23 октября, не покупайте новые вещи. Это касается особенно одежды. В народе считается, что покупки, сделанные 23 октября, будут неудачными. И если вы купите технику, то она быстро сломается, а одежда разонравится вам в самом ближайшем времени и порвется. А вот обувь истопчется. Поэтому лучше в этот день обойтись без шопинга. Ведь радости и удовлетворения он вам просто не принесет. Также сегодня обращаем ваше внимание, что день все-таки двоякий. С одной стороны, как вы видите, есть моменты, которые можно сегодня делать, осуществлять, а есть моменты, которые нет. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 23 октября 2021 года. Энергетика сегодняшнего дня будет гармонична. Знаете, сегодня такой вот спокойный, благоприятный день. Идеальный день для восстановления своих сил. Хорошо, если у вас будет возможность отложить работу и просто отдохнуть. Нужно быть в спокойном и расслабленном состоянии. Также сегодня отличное время для того, чтобы мечтать, творить и думать о будущем. Полезно проводить сегодня очистительные практики и СПА-процедуры.
Вы знаете, сегодня Луна обостряет нашу любознательность, нашу сообразительность. Поэтому многим людям сегодня хочется общаться, разговаривать и делать даже несколько дел одновременно. Делайте это. Кроме того, сегодня суббота, 23 октября, и достаточно хороший день, чтобы уделить внимание не только себе, но и своим членам семьи. Также сегодня и достаточно радостный день. Раскрывайте свои лучшие стороны, проявляйте обязательно любовь и к себе, и к окружающим. Также попытайтесь оторваться от суеты и почувствовать внутреннюю свободу и легкость бытия. Также сегодня, с другой стороны, сегодня, 23 октября, день зеркального отражения наших убеждений и внутренней сущности. Сегодня лучше не злиться и не обижать никого. Желательно скорректировать свои поступки и дела. Сегодня все события и поступки людей всегда на что-то будут указывать, на случайные события, которые, возможно, не произошли еще, но могут в самом ближайшем будущем произойти. Помните о том, что если вас сегодня хвалят или вас благодарят за что-то, то вы это заслужили. А вот критические замечания, не переживайте, не расстраивайтесь, а это значит, у вас есть какие-то недостатки, над которыми вам нужно еще поработать. И, друзья, в этот день Вселенная дает нам намеки, дает нам знаки, которые нам нужно правильно оценивать и понимать. Так как сегодня достаточно радостный, добрый и хороший день, не допускайте сегодня конфликтов, не допускайте сегодня ссор, потому что причина ваших неудач может скрываться в вашем отношении к жизни. И изменить ситуацию к лучшему вы можете через ваш оптимистический настрой. В этот день обязательно работайте над собой. Посмотрите на этот мир другими глазами. Помните, что эгоизм, тщеславие не изменят вас. Также отбрасывайте все иллюзии и события этого дня, потому что это отражение будет ваших мыслей и поступков. Благоприятный день для тех, кто не боится перемен, кто принимает все новое с радостью и позитивом. В этот день занимайтесь домашними делами, работой, которая требует физических нагрузок. Свиданий и встреч лучше сегодня по лунному календарю не назначать, потому что, к сожалению, они принесут всевозможные разочарования, а вот случайные знакомства могут стать перспективными. Любые серьезные финансовые вопросы сегодня лучше отложить. Проявление чрезмерной активности не принесет никакой пользы. Также сегодня не старайтесь поменьше проводить каких-то переговоров, потому что все-таки для переговоров, для денег сегодня сложный день, и вам сегодня будет сложно отстоять какую-то свою позицию и не попасть под влияние конкурентов. Поэтому долгосрочных проектов, каких-то планов лучше сегодня не составляйте, потому что они не принесут успеха и быстро будут меняться. Также сегодня всматривайтесь в людей, с которыми вы общаетесь, потому что они сегодня ваше зеркало. Сегодня все люди – это наше с вами отражение, поэтому будьте внимательны и осознанны. Если вам что-то не нравится, то, что вам говорят люди, ваши любимые люди, друзья, знакомые, мамы, папы, пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу, а подумайте о том, как это может вам помочь в вашей работе, в вашем бизнесе или в личных отношениях. Это очень важно, когда вы будете всегда уметь анализировать все то, что происходит в вашей жизни. И постарайтесь сегодня убрать все негативные стороны. Они вам просто не нужны. Вот такой сегодня, друзья, у нас с вами день 23 октября. Это у нас суббота. Достаточно хороший, добрый, радостный день. И сегодня у нас с вами суббота, когда мы можем действительно отдохнуть и, например, приготовить что-то вкусненькое на своей кухне.